Глава 10. В декабре 1964 года я отправился с Доном Хуаном собирать разные растения, необходимые для приготовления курительной смеси. Это был 4-й цикл. Собирал я, а Дон Хуан следил, как я выполняю его требования, которые заключались в точном выборе времени сбора и полной при этом сосредоточенности. Как только все ингредиенты были собраны и уложены на хранение, он стал требовать, чтобы я вновь встретился с дымком. Четверг, 31 декабря 1964 года. Теперь, когда ты уже кое-что знаешь про дымок и траву дьявола, ты можешь сказать с большей определенностью, кого из них предпочитаешь. Дымок слишком пугает меня, Дон Хуан, честное слово. Не знаю, в чем тут дело, но что-то нет у меня к нему особой симпатии. Ты любишь лесть, а трава дьявола тебя ублажает. Она приносит тебе удовольствие, точно женщина. Дымок, напротив, сила куда более благородная. У него безупречно чистое сердце. Он не завлекает мужчин и не делает их пленниками. Точно так же он свободен от любви и ненависти. Единственное, чего он требует, это силы. Трава дьявола тоже требует силы, но другой, вроде той, которая нужна, чтобы нравиться женщинам и их удовлетворять. Сила же, которую требует дымок, это сила сердца. У тебя ее нет, как, впрочем, и у очень многих. Вот почему я настоятельно тебе советую сойтись с ним поближе. Дымок оживляет сердце и вливает в него силы. Это тебе не трава дьявола, полная страстей, ревности и насилия. Дымок постоянен. С ним ты можешь не беспокоиться, а вдруг его чем-то нечаянно обидел. Среда, 27 января 1935 года. 19 января я вновь курил галлюциногенную смесь. Я говорил Дону Хуану, что с дымком мне очень не по себе, и вообще я его боюсь. Но Дон Хуан сказал, чтобы оценить дымок по достоинству, нужно еще раз попробовать. Мы вошли к нему в комнату. Было где-то часа 2 пополудни. Он достал свою трубку. Я принес угли, и мы уселись лицом к лицу. Дон Хуан сказал, что сейчас согреет и разбудит трубку, и если я буду смотреть внимательно, то увижу, как она засветится. Раза 3-4 он поднес трубку к губам и потянул из нее, с нежностью потирая. Вдруг он почти неуловимым движением кивнул мне на трубку, мол, смотри, пробуждается. Я внимательно смотрел, но ничего такого не заметил. Он вручил трубку мне. Я наполнил ее своей собственной смесью, потом подхватил горящий уголек, чем-то вроде пинцета, который смастерил из деревянной щепки, и припас специально к такому случаю. Дон Хуан взглянул на пинцет и покатился со смеху. Я на секунду зазевался, и уголек пригорел к щипцам. Я побоялся стучать пинцетом о трубку, и пришлось плюнуть на уголек, чтобы его стряхнуть. Дон Хуан отвернулся и спрятал лицо в ладонях. Он сотрясался всем телом. На мгновение мне показалось, что он плачет, но он беззвучно трясся от смеха. Процедура оказалась надолго прерванной. Наконец он сам взял уголек, положил его в трубку и велел курить. Понадобилось немалое усилие, чтобы раскурить смесь. Вероятно, трубка была слишком плотно набита. При первой же затяжке в рот, кажется, попала пыль из смеси, и он сразу онемел. Я видел, как периодически разгорается трубка, но дыма совсем не чувствовал. Как, скажем, чувствуешь дым сигареты. Однако я ощущал, что вдыхаю что-то, что сначала затопило легкие, а затем хлынуло вниз, заполняя все тело. Я насчитал 20 затяжек, а потом счет потерял значение. Я начал потеть. Дон Хуан пристально на меня смотрел и приговаривал, чтобы я не боялся, и делал все, как он меня учил. Я хотел сказать «ладно», но вместо этого вырвался жуткий вой, продолжавший звучать и после того, как я закрыл рот. Дон Хуан опешил, но тут же вновь покатился со смеху. Я хотел утвердительно кивнуть, но не мог двинуться. Дон Хуан мягко разжал мои руки и забрал трубку. Он приказал мне лечь на пол
но только не засыпать. Я ждал, что он поможет мне лечь, но он просто неотрывно на меня смотрел. Вдруг комната полетела вверх тормашками, и я уже смотрел на него, лежа на полу. С этой минуты зрительный ряд стал странно расплываться, как во сне. Я только смутно помню, что пока я лежал колотый, Дон Хуан без конца мне что-то говорил. Во время всего этого состояния я не испытывал ни страха, ни каких-либо неприятных ощущений. И по пробуждении был совершенно здоров. Необычным было, пожалуй, только то, что, проснувшись, я довольно долго не мог собраться с мыслями, но за 4 или 5 часов окончательно пришел в себя. Среда, 20 января 1965 года. Дон Хуан ничего мне не говорил и не расспрашивал о моих впечатлениях. Он заметил только, что я слишком быстро уснул. Единственный способ не заснуть – это стать птицей или сверчком, или еще чем-нибудь в таком роде, сказал он. Как ты это делаешь, Дон Хуан? Чему же еще я тебя учу? Ты что, не помнишь, что я говорил вчера, когда ты был без тела? Что-то смутно. Я ворона. Я учу тебя, как стать вороной. Когда ты этому научишься, то будешь оставаться в ясном сознании и получишь свободу передвигаться куда угодно. Иначе ты всегда будешь приклеен к земле, там, где свалиться. Воскресенье, 7 февраля 1965 года. Следующая встреча с Дымком состоялась около полудня 31 января. Я проснулся на следующий день под вечер. Каким-то непонятным, но отчетливейшим образом я помнил все, что в течение опыта говорил мне Дон Хуан. Его слова были словно впечатаны в мою память. Я слышал их с необычайной ясностью. В течение опыта я разобрался еще с одним явлением. Все мое тело онемело вскоре после того, как я начал глотать пыль, попадавшую в рот при каждой затяжке. Получалось, что я не только вдыхал дым, но и поглощал смесь. Я хотел подробнее рассказать обо всем этом Дону Хуану, но он сказал, что это ерунда. Мне хотелось обратить его внимание на то, что я могу вспомнить все до мельчайших деталей, но это его не интересовало. Каждое воспоминание было точным и безошибочным. Сама процедура ничем не отличалась от предыдущего опыта. Казалось, один опыт переходил в другой, и я мог все воспроизвести по памяти с того момента, когда закончил первый. Я отчетливо помнил, что после того, как свалился на пол, исчезли все чувства и мысли. Однако голова оставалась ясной. Я помню, что последняя мысль, возникшая, когда комната перевернулась и стала стаймя, была: я, наверное, стукнулся головой о пол, а не чувствую никакой боли. С этого момента я мог только смотреть и слушать. Я помню каждое слово, которое мне сказал Дон Хуан. Все его указания я выполнял буквально. Они казались ясными, логичными и вполне осуществимыми. Он сказал, что мое тело исчезает, и остается только голова, и потому единственная сейчас возможность не уснуть и быть способным к передвижению – это стать вороной. Он велел мне старательно мигать, добавив, что раз уж я могу мигать, то значит готов выполнить дальнейшее. Затем он сказал, что мое тело уже полностью исчезло, осталась одна голова. Голова не может исчезнуть, потому что именно голова превращается в ворону. Он приказал мигать непрерывно. Эту команду и прочее он, должно быть, повторял множество раз, потому что я помню каждую с исключительной ясностью. Должно быть, я послушно мигал, потому что он наконец сказал, что я готов, и приказал вытянуть голову и опереться на подбородок. «Подбородок, — сказал он, — это лапы вороны». Он велел почувствовать эти лапы там, где подбородок, и наблюдать за их появлением. Потом он сказал, что я еще не полностью сгустился, и сейчас мне нужно вырастить хвост. Хвост появится из затылка. Он приказал распустить хвост, как веер, и почувствовать, как он подметает пол. Потом он заговорил о крыльях. Крылья вырастут из скул. Он заметил, что они твердые и жесткие, и причиняют боль. Он приказал раскрыть крылья. Он сказал, что они должны быть как можно шире. Я должен расправить их во всю длину, иначе не смогу летать.
Он сказал, что крылья уже появляются, широкие и красивые, и велел ими махать, пока они не станут настоящими крыльями. Затем он заговорил о темени и сказал, что оно еще очень большое и тяжелое. В полете его вес будет мешать. Он сказал, что его можно уменьшить, мигая. С каждым движением век голова будет уменьшаться. Он приказал мигать до тех пор, пока тяжесть совсем не исчезнет, и я смогу прыгать легко и свободно. Потом он сказал, что я уменьшил голову до размеров вороньей, и теперь нужно пройтись и поскакать, чтобы освоиться. «Теперь, — сказал он, — для полета осталось еще одно. Это изменение самое трудное. Нужно быть особенно внимательным и постараться исполнять в точности все, что он скажет. Осталось научиться видеть, как ворона. Твой рот и нос, — сказал он, — уже вытягиваются между глазами и вот-вот превратятся в сильный клюв. Вороны видят в обе стороны, — сказал он, и приказал повернуть голову и посмотреть на него одним глазом. Чтобы взглянуть другим глазом, нужно просто тряхнуть клювом вниз. Это движение позволит уже другим глазом смотреть в том же направлении. Он приказал поупражняться в переключении с одного глаза на другой. Наконец он заявил, что я готов к полету. И для этого осталось единственное. Сейчас он подбросит меня в воздух. Мои ощущения в точности откликались на каждую команду. Я ясно чувствовал, как растут лапы, поначалу слабые и шаткие. Я чувствовал, как из затылка появляется хвост, а из скул — крылья. Крылья сложены глубоко внутри. Я чувствовал, как постепенно они выпрямляются наружу. Процесс был трудным, но не очень болезненным. Потом я, мигая, уменьшил голову до размеров вороньей, но самое поразительное превращение произошло с глазами. Взгляд стал птичьим. Когда я, по указаниям Дона Хуана, отращивал клюв, было раздражающее ощущение нехватки воздуха. Затем что-то выпятилось, и передо мной возникло некое приспособление вроде массивной болванки. Но вначале Дон Хуан велел мне убедиться, что мои глаза способны схватить в поле зрения все вокруг. Поочередно закрывая глаза, я мог перебрасывать фокус с одного глаза на другой. Необычайным стал сам вид комнаты и все то, что в ней находилось, хотя трудно было сказать, в чем именно состояло это изменение. Возможно, сам угол зрения изменился и стал наклонным, а может быть, предметы ушли из фокуса. Дон Хуан стал очень большим и светящимся. От него исходило что-то успокаивающее и надежное. Затем зрительные образы расплылись. Они потеряли очертания и превратились в болезненно отчетливые абстрактные формы, охваченные мимолетным мерцанием. Воскресенье, 28 марта 1965 года. Во вторник, 18 марта, я вновь курил галлюциногенную смесь. Но на этот раз процедура отличалась в некоторых деталях. Трубку пришлось набивать дважды. Когда я выкурил первую порцию, Дон Хуан велел прочистить трубку, но новую порцию положил в нее сам, потому что у меня была расстроена координация движений. Чтобы двигать руками, требовалось невероятное усилие. В моем кисете оставалось достаточно смеси еще для одной трубки. Дон Хуан взглянул на кисет и сказал, что до следующего года это мой последний опыт с дымком, потому что я использовал все свои запасы. Он вывернул кисет наизнанку и вытряхнул пыль в миску с углями. То, что осталось от смеси, вспыхнуло оранжевым пламенем, как если бы он положил на угли какой-то прозрачный лист. Лист загорелся и рассыпался на линии со сложным контуром. Что-то с огромной скоростью пронеслось внутри этих линий. Дон Хуан приказал следить за движением линий. Я увидел что-то вроде маленького шарика, который перекатывался по вспыхнувшему контуру. Дон Хуан наклонился, выхватил шарик, положил его в трубку и велел мне затянуться. Я был уверен, что он положил мне этот шарик именно для того, чтобы я его вдохнул. Комната моментально встала на дыбы, я почувствовал, что весь онемел,
и стал точно свинцовый. Когда я очнулся, я обнаружил, что лежу на дне неглубокой канавы с проточной водой, погруженной в воду до подбородка. Кто-то поддерживал мне голову. Это был Дон Хуан. Первое, на что я обратил внимание, это что вода была какой-то необычной, холодной и тяжелой. Она плавно накатывалась на меня, и с каждой новой волной в голове прояснялось. Вначале у воды был ярко-зеленый отблеск, или отсвет, который вскоре рассеялся. Остался лишь поток обычной воды. Я спросил, который час. Дон Хуан сказал: раннее утро. Немного погодя, я полностью очнулся и вылез из воды. «Ну, давай рассказывай все, что видел», — сказал Дон Хуан, когда мы вошли к нему в дом. От него я узнал, что он 3 дня возился со мной, пытаясь меня вернуть, и пришлось здорово потрудиться. Только к вечеру я почувствовал, что способен наконец говорить нормально, и начал рассказывать ему все, что запомнил прямо с той минуты, как свалился на пол. Но это его не интересовало. Он сказал, чтобы я все это пропустил, начав прямо с того, как он метнул меня ввысь, и я полетел. Но я мог вспомнить только серию бессвязных, похожих на сон картин или образов. Впечатление было такое, что каждая из этих картин как отдельный пузырек, вплывающий в фокус и уплывающий из поля зрения. Однако они не были, скажем, какими-то сценами для созерцания. Я находился внутри них. Я принимал участие в том, что видел. Поначалу, когда я пытался их вспомнить, у меня было ощущение смазанных вспышек. Но по мере усилий вспомнить как следует, я чувствовал, что каждый из них обладает исключительной ясностью, хотя совершенно несоотносимо с обычным видением. Собственно, этим объясняется ощущение их смутности. Картин было всего несколько, и они были очень простые. Как только Дон Хуан упомянул вскользь, что бросил меня в воздух, у меня возникло, как вспышка, воспоминание абсолютно ясной сцены, в которой я с определенного расстояния смотрел прямо на него. Я видел только его лицо. Оно поражало монументальностью. Оно было плоским и ярко светилось. Волосы были желтоватыми, и они двигались. Каждая часть лица двигалась сама по себе, излучая своеобразный янтарный свет. В следующей картине Дон Хуан уже подбросил, точнее, прямо от себя швырнул меня в воздух. Я помню, что распластал крылья и полетел. Вспарывая воздух в болезненном подъеме, я чувствовал одиночество. Я словно не летел, а шел, с усилием взбираясь ввысь. От трудного подъема болело тело. Ощущения свободного полета или восторга от избытка сил не было. Затем я вспомнил сцену, в которой неподвижно смотрел на массу острых темных краев, расположенных где-то, откуда исходил смутный болезненный свет. Затем я увидел поле с неисчислимым множеством разных огней. Огни двигались и мерцали, разгораясь и потухая. Они были почти как краски. Меня поразила их яркость. В следующей картине, прямо у самых глаз, появился какой-то предмет, толстый и заостренный. Свечение от него исходило определенно розовое. Я ощутил в своем теле внезапную дрожь и увидел множество таких же розовых форм, которые двигались в мою сторону. Они бросились на меня, и я отпрянул. Последнее, что я помню, это 3 серебряных птиц. Они сияли металлическим отблеском, почти как нержавеющая сталь, только ярче, интенсивней и подвижней. Отблеск был словно живой. Он мне понравился, и я полетел вместе с ними. В течение всего моего повествования Дон Хуан не проронил ни слова. Вторник, 23 марта 1965 года. На другой день произошел следующий разговор. Дон Хуан сказал: «Вороной стать вообще несложно. Ты проделал это, и теперь будешь вороной всегда». Что было после того, как я стал вороной, Дон Хуан? Неужели я целых 3 дня летал? Нет, ты вернулся с заходом солнца, как я тебе велел. Как же я вернулся? Ты очень устал и сразу уснул,
Вот и все. Но как я прилетел обратно? Я ведь уже сказал, ты послушался меня и вернулся ко мне домой. Да выбрось это из головы, это совершенно не важно. А что важно? Единственное, что по-настоящему ценно в твоем путешествии, это серебристые птицы. Что же в них было такого особенного? Просто птицы. Не просто птицы, а вороны. Какие? Белые? Черные вороньи перья в действительности серебристые. Вороны так сверкают, что другие птицы держатся от них подальше. Но почему их перья выглядят серебристыми? Потому что ты видел так, как видит ворона. Птицу, которая для нас выглядит темной, ворона видит белой. Белые голуби, например, для вороны розовые или голубые. Чайки желтые. Теперь попытайся вспомнить, как ты к ним присоединился. Я попытался, но птицы оставались вырваны из контекста смутной картиной. Я сказал ему, что помню только, точнее чувствую, что с ними летал. Он спросил, где я к ним присоединился, в воздухе или на земле. Но я никак не мог ответить, и это его начало раздражать. Он требовал, чтобы я вспомнил. Иначе, настаивал он, если ты не вспомнишь хорошенько, все это не будет стоить и гроша, а так и останется скучным бредовым сном. Я всячески старался вспомнить, но ничего не получалось. Суббота, 3 апреля 1965 года. Сегодня мне вспомнилась еще одна картина из моего сна с серебристыми птицами. Я вспомнил, что смотрел на темную массу с мириадами булавочных отверстий. Собственно, сама масса была темным скоплением крохотных дырочек. Почему-то мне казалось, что она мягкая. Пока я смотрел на нее, появились 3 птицы, которые летели прямо на меня. Одна из них издала какой-то звук, а потом все 3 уже были на земле, рядом со мной. Я описал картину Дону Хуану. Он спросил, откуда они прилетели. Я сказал, что, пожалуй, этого не смогу определить. Его охватило сильное нетерпение, и он сказал, что у меня, похоже, вообще деревянная голова, а все от того, что я боюсь дать себе волю. Если я постараюсь, то очень даже могу все вспомнить. Он сказал, что я думаю как человек и как ворона, но в то время, которое нужно вспомнить, я не был ни тем, ни другим. Он приказал вспомнить, что мне сказали вороны. Я честно пытался вспомнить, но мысли перескакивали с одного на другое. Я не мог сосредоточиться. Воскресенье, 4 апреля 1965 года. Сегодня я отправился в далекую прогулку. Когда я возвращался к дому, Дона Хуана была уже полночь. Я все думал о воронах, и тут в голове мелькнула очень странная мысль, или точнее некое впечатление или чувство. Издавшая звук птица, кажется, сказала, что они отправляются с севера на юг, и когда мы вновь встретимся, то полетим в том же направлении. Об этой своей странной фантазии я сообщил Дону Хуану. Он сказал: «Пусть тебя не занимает, выдумал ты это или вспомнил. Так думают только люди. Вороны так не думают, особенно те, которых ты видел, поскольку видел ты посланцев твоей судьбы. Ты уже ворона, и это навсегда. Отныне вороны будут говорить тебе своим полетом о каждом повороте твоей судьбы. В каком направлении вы полетели? Да откуда мне знать? Если подумаешь как следует, вспомнишь. Сядь на пол и покажи положение, в котором ты находился, когда к тебе прилетели птицы. Закрой глаза и проведи линию на полу». Я сделал, как он велел, и определил точку. «Глаз не открывай», — приказал он. «Куда вы полетели относительно этой точки?» Я сделал на полу другую отметку. Взяв обе за исходную ориентацию, Дон Хуан растолковал мне, каким направлением полета, какой поворот судьбы мне предвещают вороны. Он установил 4 точки по сторонам света, как оси полета ворон. Я спросил, всегда ли при предсказании судьбы вороны следуют этим осям. Он сказал, что они касаются меня одного. Абсолютно все, что делали вороны при нашей встрече,
было чрезвычайно важным. Он требовал, чтобы я вспомнил все до мельчайших подробностей, поскольку послание или же характер посланцев – дело сугубо индивидуальное и поэтому исключительно важное. В особенности он требовал вспомнить, в какое время суток я с ними расстался. Он велел вспомнить разницу в освещении между началом моего полета и началом полета с воронами. При первом ощущении, которое я помню, ощущении болезненного подъема, было темно. Но когда я увидел птиц, все было красноватым, светло-красным, пожалуй, оранжевым. Он сказал: «Это означает, что был конец дня. Солнце еще не зашло. Когда наступает ночь, ворона ослеплена белизной, а не тьмой, как люди. Таким образом, это указание на то, что твои посланцы являются на исходе дня. Они позовут тебя, и, когда пролетят над твоей головой, то станут серебристо-белыми. Ты увидишь, как они сверкают в небе, и это будет означать, что пришла твоя пора. Это будет означать, что ты умираешь. Ты умрешь и превратишься в ворону. А если я увижу их утром? Утром ты их не увидишь. Так ведь вороны летают весь день, но не твои посланцы, дурень. А что твои посланцы, Дон Хуан? Мои появятся утром. Их тоже будет 3. Мой бенефактор говорил, что если не хочешь умирать, можно криком отогнать их и превратить в черных. Но теперь я знаю, что этого делать не следует. У моего бенефактора была страсть кричать. Это у него здорово получалось. И вообще он любил всякий грохот и неистовство, как это водится у травы дьявола. Дымок я считаю другой именно потому, что бесстрастен. С ним все честно. Когда твои серебряные посланцы придут за тобой, то глупо на них кричать. Просто лети вместе с ними, как ты это уже делал. Взяв тебя с собой, они изменят направление, и вас будет 4 улетающих прочь. Суббота, 10 апреля 1965 года. У меня случались короткие приступы смутных наплывов необычной реальности. То и дело всплывало одно неотвязное воспоминание из галлюциногенного опыта с грибами. Мягкая темная масса булавочных отверстий. Дальше она визуализировалась как масляный или нефтяной пузырь, который меня затягивал. Было так, как будто пузырь раскрывается и заглатывает меня, и на короткие мгновения я испытывал что-то напоминающее состояние необычной реальности. Последствием было сильное возбуждение, тревога и беспокойство, и я всячески боролся с этими наплывами, чтобы поскорее от них избавиться. Сегодня я решил спросить у Дона Хуана, что он об этом думает и как мне быть. Он выслушал вполуха и посоветовал на всякие рецидивы не обращать внимания, поскольку они бессмысленны, точнее, не имеют никакой ценности. Внимание заслуживают только те видения, в которых будет ворона. Все прочие – просто результат моих страхов. Он вновь мне напомнил, что дымок требует жить сильной, бесстрастной жизнью. Мне же казалось, что я достиг опасного порога. Я сказал ему, что, как чувствую, я не в силах продолжать. С грибами в самом деле было связано что-то устрашающее. Перебирая картины, которые запомнились из моего галлюциногенного опыта, я с неизбежностью пришел к выводу, что видел мир таким образом, который в структурном отношении отличается от обычного видения. Сами по себе формы и картины, которые я видел в этих состояниях необычной реальности, всегда оставались в границах обычного визуального восприятия. Совсем иным было то, как я видел. Все, что я видел, располагалось в горизонтальной плоскости зрения. Не было ничего выше или ниже этого горизонта. Каждая картина была раздражающе плоской и в то же время обладала какой-то необычайной глубиной. Точнее, вероятно, было бы сказать, что каждая картина представляла собой совокупность невероятно ясных деталей, расположенных в поле различного освещения. Свет в этих полях двигался, создавал эффект вращения. После всех моих попыток и усилий, как следует все вспомнить,
я решил прибегнуть к серии аналогий, чтобы понять то, что видел. Лицо Дона Хуана, например, выглядело так, точно он смотрел на меня из-под воды. Казалось, вода течет непрерывным потоком, омывая его волосы и лицо. При этом они так увеличивались, что стоило присмотреться, и становилась видна каждая пора, каждый волосок. Вместе с тем, то, что я видел, было просто массами материи, плоскими и угловатыми, и к тому же неподвижными, потому что исходивший от них свет был лишен пульсации. Я спросил Дона Хуана, что бы все это значило. Он сказал, что поскольку я впервые видел, как ворона, предметы были неясными и незначительными. Но со временем, когда придет опыт, все будет понятно. Мне хотелось знать о причине той разницы, которую я заметил в движении света. В том, что живое, сказал он, происходит внутреннее движение, и когда что-либо мертво или близко к смерти, ворона сразу это видит, потому что движение останавливается или угасает, пока не исчезнет совсем. Ворона также видит, когда что-либо движется слишком быстро, и по тому же признаку может сказать, когда что-либо движется не так, как надо. А как это понимать, слишком быстро или не так, как надо? Это значит, что ворона может точно сказать, чего следует избегать, а к чему стремиться. Когда что-нибудь движется внутри слишком быстро, это означает, что оно вот-вот взорвется или ринется в атаку, и ворона будет всегда начеку, и на расстоянии достаточно безопасном. Когда же внутреннее движение нормальное, это приятное зрелище, и оно будет притягивать ворону. В камнях есть внутреннее движение? Нет. Ни в камнях, ни в мертвых животных, ни в засохших деревьях. Но они красивые. На них приятно смотреть. Вот почему вороны крутятся возле падали. Они ею любуются. Внутри нее отсутствует малейшее движение света. Но когда плоть разлагается, разве в ней не происходит движение? Происходит, но это уже совсем другое движение. То, что видит ворона, это миллионы движущихся внутри плоти крохотных светящихся фрагментов. Причем каждый светится по-своему. Вот почему воронам так нравится на это смотреть. Это в самом деле незабываемое зрелище. Ты сам это видел, Дон Хуан? Это может видеть каждый, кто научится превращаться в ворону. Увидишь и ты. Тут я, наконец, задал мучивший меня вопрос. Я в самом деле стал вороной? Я имею в виду, для любого, кто меня увидит, я буду обычной вороной? Нет. Глупо так думать, когда имеешь дело с союзными силами. Такие вопросы бессмысленны. И в то же время стать вороной – дело обычное. Почти как фокус. Пользы в этом мало. Он только для тех, кому прежде всего нужно видеть. Я научился становиться вороной, потому что из всех птиц эти самые подходящие. Их не беспокоят никакие другие птицы, кроме орлов, потому что они гораздо крупнее и агрессивны, когда голодны. Но вороны летают стаями и могут за себя постоять. Люди не тревожат ворон, а это немалое преимущество. Любой человек заметит большого орла, особенно если тот необычного вида, или вообще любую большую и странную птицу. Но кого интересует ворона? Ворона в безопасности. Она идеальна по размеру и по самой природе. Она может безопасно проникать куда угодно, не привлекая внимания. Можно, конечно, стать еще львом или медведем, но это довольно рискованно. Такие существа слишком большие. Чтобы во что-нибудь такое превратиться, требуется слишком много энергии. Можно еще стать сверчком или ящерицей, или хоть муравьем. Но это еще опаснее, поскольку большие звери охотятся за маленькими. Я принялся спорить и сказал, что в таком случае это и означает возможность реального превращения в ворону, или в сверчка, или во что там еще. Но он твердил, что я не понимаю. Чтобы научиться быть настоящей вороной, нужно много времени, сказал он. Ты вот, например, не изменился,
и не перестал быть человеком. Необходимо кое-что еще. Что же именно, могу я узнать? А ты, может быть, и так уже знаешь. Вот если бы ты не трясся так над своим рассудком и над своим телом, то понял бы эту чудесную тайну. А так, похоже, тебе придется ждать до тех пор, пока в тебе исчезнет страх, который мешает понять, что я имею в виду.